Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Мне достались остатки кроя из ателье моей подруги, и я из них сшила вот такую вот полоску. У нее размеры 22 на 46 сантиметров. И мне так понравилось вышивать ленточками на обычной швейной машинке, что я решила и здесь тоже украсить такой вышивкой. Так же, как и в прошлый раз, я вдеваю ленточку в шпульку, наматываю на машинке на шпульку. Здесь 2 метра, это как раз хватает на шпульку. Ленточку я намотала. Теперь нужно ослабить вот этот винтик, который регулирует натяжение нижней нитки. У меня он уже ослаблен. Видите, прямо вот эта пластина, она вот такая прямо еле держится. Я вставляю свою ленточку аккуратненько в шпульный колпачок. Смотрите очень внимательно. Вот за эту штучку, вот за эту вот крючочек может лента зацепиться, поэтому и потом тогда не будет шить машинка. Ну вот, все, у меня она вставлена. Вставляю, как обычную, нижнюю нитку в машинку и буду шить. Шить я буду по изнанке, чтобы у меня ленточка была снизу. Я уже нарисовала полосочки, по которым я буду шить. Совершенно в обычном порядке вставляю шпульный колпачок в машинку, вытягиваю ленточку. Шить я буду зигзагом. Я на всякий случай вам покажу все свои настройки, чтобы вы могли понимать, чего я и как делаю. Но это совершенно в обычном порядке шью, просто по прямой нарисованной линии, зигзагом. Просто как обычная нитка нижняя, только ленточка. Смотрите, что получается. Ну, красотища же. Класс. Вот такая получилась у меня строчка, зигзаг. И я вот здесь вот еще между этими строчками хочу как-нибудь украсить. Но я, наверное, может, бисером или бусинками. Сейчас посмотрю. Вот такие вот бусинки у меня есть. Они обычные, пластиковые, без всяких. Ой, улетела. Я их буду пришивать. Девочки, кто не успел настройки на машинке сразу посмотреть, вы на паузу поставьте и все увидите сразу. И мальчики тоже, кто смотрит, потому что обиделись мальчики, написали, не только девочки здесь смотрят, мы тоже смотрим. Вот такая в результате у меня получилась заготовка. Здесь почему-то у меня 5 этих бусинок, а здесь 6. Но уже я не буду переделывать ничего. Я ее вот так вот складываю пополам. Мне ее надо разделить на 2 части. И вот здесь вот на уголках отмечаю серединки. Я уже отметила. Линейкой отмеряю ровную линию, отчерчиваю и разрезаю. После того, как разрезала, я на каждой детали отмечаю уголочки по 2,5 сантиметра с каждой стороны. На всех совершенно деталях. И вырезаю их. Я не знаю, может быть, мне понадобится и побольше размер, но пока сделаю 2,5. Вот я уже сделала подкладку, точно такие же детали. И теперь беру молнию и складываю ее лицом к лицу к моей вот детали лицевой. И беру подкладочную ткань и тоже лицом к лицу складываю и буду вот так вот прошивать. Конечно, можно сколоть булавочками, чтобы это все держалось хорошо. А можно, если вы хотите, чтобы более аккуратно получилось, то лучше сметать вот в таком положении и уже потом прошивать. Прошивать я буду лапкой для молний. Я решила не лениться, не скалывать булавочками, а все сметала, а после этого уже прострочила. Смотрите, что у меня получилось. Одна сторона молнии у меня уже пришита. С лица вот так выглядит, с изнанки там тоже лицевая сторона подкладки. И я сейчас прострочу отделочную строчку, чтобы все это в этом положении у меня держалось.
Отстрочку сделала. И теперь то же самое буду делать с другой стороной своей заготовки. Молнию пришила, отстрочку тоже сделала. Теперь складываю лицом к лицу свои детали, которые уже соединены молнией. И я буду скреплять их, можно булавочками, но ткань толстая, здесь такая рыхлая, но толстая. Поэтому я вот прищепочками буду соединять. Даже не каждая прищепка еще подойдет, но соединила. И буду прошивать вот эти вот стороны, низ и боковые. Но прежде чем прошивать, не забудьте приоткрыть молнию немножко, иначе намучаетесь с выворачиванием. Низ и стороны прострочила, и я буду закрывать швы. Выкроила полосочки. Я выкроила шириной 5 сантиметров, но это потом, как оказалось, многовато. Я думаю, что и 3,5, а может быть даже и 3. Ну, конечно, зависит от того, какие вы припуски оставляли и какой толщины ткань. Но даже вот так вот мне оказалось 5 сантиметров многовато. И я буду закрывать. И опять же, я тоже... Сейчас уже могу сказать, что я тоже здесь перемудрила себя. Надо было не закрывать вот эти края слева-справа, закрывать только вот сам срез. Потому что я потом решила увеличить уголки. И зачем я закрывала вот... Да даже если бы я не решала увеличить, все равно эти срезы потом в шов уходили бы. Короче, я перемудрила немножко. Ну вот то, о чем я говорила, что я решила увеличить дно. И верхнюю часть я тоже квадратики вырезала побольше. Где-то еще по сантиметру с каждой стороны я обрезала. И что я делаю дальше? Я вот так вот раскладываю, совмещаю швы. И так как у меня вот здесь вот эти толстые штуки, я их на разные стороны разворачиваю. И в этом положении я застрочу вот так. Ну вот, я их застрочила, а теперь буду, так как я вам показывала, закрывать вот кусочками ткани. И я постаралась, чтобы у меня вот нижний шов в одну сторону смотрел. Вот так вот прострочу, заверну. Здесь тоже заворачиваю с одной стороны, потом с другой стороны. И заверну еще раз и прострочу. Моей машинке было трудно, но она справилась. И я теперь перехожу к верхней части. Я здесь тоже увеличу. Вот. Единственное, не забыть мне, чтобы шов в одну и ту же сторону вот этот завернут был и зашить. Вот так вот прострочу, чтобы шов был в одну сторону. Ой, я еще чуть не забыла. Я же сшила такую штуку, хвостик. И мне его тоже туда надо вложить, и прежде чем начинать строчить. Все застрочила, и теперь я могу уже обрезать все лишнее, этот кусочек молнии. Вот. И точно так же потом беру кусочек ткани и обрабатываю, как я вам уже показывала. И то же самое делаю с тем уголком противоположным. Я тоже хвостик такой же приготовила. Здесь посложнее вот та часть, потому что там молния у меня должна быть расстегнута. И вот эти края, чтобы они вот держались как в нужном положении, нужно сколоть будет булавочками, потом прострочить и уже после этого обрабатывать также кусочком ткани. Так как все этапы уже одни и те же, то я уже все сделаю и потом вернусь и вам все покажу. Ну все швы у меня закрыты, все я сделала. Единственное, я во вторую сторону хотела такой хвостик вставить, но забыла. Будет с одним хвостиком только, я хотела с двух сторон. Так, ну давайте смотреть, что у нас вышло. По-моему, очень симпатичная косметичка получилась. И она держит форму, вот она даже пустая, и она нормально стоит. Прям мне нравится, она прям миленькая такая, ее приятно в руках держать. И достаточно, наверное, одного хвостика. Мне нравится, прям крутяк. Я надеюсь, что и вам тоже понравится такая косметичка. Если понравится, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Пишите свои комментарии, я всегда с радостью, с удовольствием на них отвечаю. Если вы смотрите в Ютубе, то нажмите колокольчик,
чтобы получать уведомления о моих новых видео. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.